Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня я прожила 102-й день после ухода из жизни моего младшего сына Ивана. Сегодня будет достаточно необычный выпуск, потому что выпуск о 100-м дне оказался совершенно неожиданным. То есть, если, понимаете, у меня канал очень маленький. И изначально, когда я его создавала, у меня была такая идея, что буквально, если я там паре человек помогу, если пара человек его посмотрит, и кому-то это поможет пережить смерть близкого, какие-то мои мысли, может быть, какие-то мои опыты, да, которые я над собой ставлю, может быть, помогут кому-то. Но оказывается, что эта тема очень многих касается, и намного больше людей смотрят видео, которые я делаю, но все равно до последнего видео это было ощущение, знаете, такого кулуарного маленького канала, где совсем немного людей комментируют, пишут мне в личку, да, но это все равно как бы, по сравнению там с какими-то крупными каналами ничего. А вот видео за 100-й день залетело очень на большое количество просмотров, и оно растет до сих пор, то есть сейчас где-то около 12,5 тысяч человек просмотрело, и очень-очень много комментариев. И вы знаете, вот мое ощущение, это как будто бы ты вот сначала преподавал классу. Это я ни в коем случае не считаю, что я вам что-то преподаю, но вот если ощущение представить себе, что я преподаю в церковной школе, меня слушает там 20 человек, 30 человек. И вдруг открываются двери совершенно для меня неожиданно, и там стадион там, в 10-12 тысяч человек. И это немножко такое, знаете, какая-то жуть, да, потому что действительно ты понимаешь, что очень много людей тебя услышало. Конечно, появился хейт, то есть люди, которые зашли первый раз, есть негативные комментарии. В общем, теоретически я была к этому готова. Практически не сказать, что к этому можно подготовиться, потому что, ты все равно как бы не ожидаешь, да, что то, что ты сказал, там искренне воспринимается как вранье, как попытка там раскрутить себя за счет смерти сына. С другой стороны, я человек взрослый, я понимаю, что невозможно нравиться всем. И вполне вероятно, что в манере моего разговора, в моей внешности, в том, что я говорю, как я говорю, скрывается причина того, что кого-то я прям раздражаю, предположим, чисто как выгляжу, да, что я вообще говорю на такую тему, которая для многих людей тема, не то чтобы табу, но они бы на эту тему никогда не говорили. И поверьте мне, я это понимаю прекрасно. И также понимаю, что, в общем, произошло то разделение, о котором я изначально думала и которого я боялась, это разделение на верующих и неверующих, причем очень активное, и прямо вот в комментариях есть столкновение с людей друг с другом, людей, которые защищают разные точки зрения. И я на все комментарии ответила, но я считаю, что настолько были подняты интересные вопросы в этих комментариях. Кстати, огромное спасибо вам всем, потому что вне зависимости от тональности комментариев, вне зависимости от содержания комментариев, там на что-то можно обижаться, на что-то, чему-то можно радоваться, но я очень рада, что вы высказали свое мнение. Это значит, что то, о чем я говорю, не оставляет вас равнодушными. И именно поэтому этот выпуск я решила посвятить главным темам, которые были затронуты в комментариях. На самом деле этих тем немного. И это темы, в общем-то, вечные для человечества. Тема смерти, справедливости смерти, тема ухода близкого человека, тема того, как Бог может допустить невинные страдания, тема того, как вообще можно сохранить веру, если Бог забирает у тебя самое дорогое. То есть вот, наверное, в принципе, это вот такое основное ядро таких полемических комментариев, потому что, как всегда, и слава Богу, были люди, которые говорили: спасибо, я переживаю то же самое, мы типа в одной лодке плывем. И меня тоже эти очень комментарии радуют, потому что я вижу, что многие люди, как и я, переживают то же самое и находят в себе утешение в том же самом. И это очень здорово, потому что, на самом деле, когда ты один, ты все время боишься, что с тобой что-то не так, что ты вот думаешь, правильно ли ты думаешь. Я, например, периодически именно с психологом разговариваю, например, вот после 40-го дня, когда мне вдруг стало просто совершенно хорошо, вот 40-й день пришел, и я неделю летала.
И меня это настолько напугало, что я попросила психолога меня принять, но онлайн, и сказала: слушайте, у меня прямо угрызение совести. Вот 40 дней всего сына не стало, а я просто как счастлива до безумия. Ну, в том плане, что у меня не счастливо до безумия, что он ушел, а что вот это вот ощущение горя прошло. Естественно, у меня был откат, то есть это ощущение прошедшего горя длилось несколько дней. И я думаю, что это было связано с тем, что вот 40-й день решается, ну, если говорить о церковном понимании этого вопроса, что в 40 дней решается судьба человека, и он отправляется на свое пребывание там, где он будет ждать страшного суда. И, соответственно, вот моя радость вполне могла быть связана с тем, что Ваня оказался в хорошем месте. Но, тем не менее, вы знаете, вот ты все время находишься в состоянии того, а правильно ли то, что со мной происходит, правильно ли то, что я вот сегодня не плачу, а завтра, наоборот, плачу каждый день, правильно ли, что я, несмотря на то, что верю в Бога, все равно горюю. То есть, ну, вопрос, вот все эти вопросы я обсуждала во всех предыдущих выпусках, поэтому даже не хочу повторять, потому что кому интересно, тот может это посмотреть, а кому не интересно, то все равно не интересно. И я скажу сразу, что, естественно, я не пифия и не мудрец великий, который даст ответы на все вопросы. Вероятнее всего, я ни на один вопрос стопроцентно ответить не смогу. Я могу сказать только то, что я думаю по этому вопросу, и объяснить, почему я это думаю. Значит, я здесь, естественно, себе заметила, сделала заметки, потому что настолько много тем, о которых хочется поговорить, что я тупо боюсь, что я забуду что-то. Ну, смотрите, такой вопрос, который звучал в очень больших комментариях, в очень большом количестве комментариев, это почему хорошие уходят, а плохие продолжают жить. То есть вот у меня был очень хороший сын, дочка, мама, никому не вредили, ничего плохого не делали, людям помогали, они ушли, а какие-то гады, которые живут, которые воруют, убивают и так далее, они продолжают жить дальше. Ну, знаете, даже если не говорить про наших близких, давайте вспомним про доктора Лизу, да, которая сделала огромное количество добра и ушла безвременно, погибла в авиакатастрофе. И таких людей очень много, можно сказать, когда люди убивают хороших, действительно очень хороших, честных и добрых людей. И я могу сказать, что Ванька у меня, он, конечно, не был знаменитым добрым человеком, то есть вот таким, как, например, доктор Лиза, но он выделялся тем, что он был действительно очень доброжелательным, очень светлым, он никогда никого не осуждал, у него с ним не было таких проблем, как очень часто с подростками, то есть у нас были великолепные отношения, и я мало того, что я о нем молилась, мне Господь Бог его дал совершенно неожиданным образом, и вот так забрал, да, он родился в Рождество, то есть у меня были все основания на Бога рассердиться, да, и были моменты, когда я молилась Богу с слезами, говорила: ну зачем ты мне его дал, если ты его забираешь, вот если он так болеет тяжело, ну нафиг тогда было его давать, вот я молилась, но лучше тогда у меня никто не родился, чем я был сейчас, вот он мучается, и я мучаюсь. То есть, действительно, нет на это, наверное, ответа. Но даже если мы будем пытаться дать ответ, то здесь сразу нужно разграничить людей верующих от людей неверующих, потому что тот ответ, который будет подходить для людей верующих, он один. А для людей неверующих этот ответ, вероятнее всего, будет, наоборот, раздражать, скорее всего. Потому что очень часто, ну, элементарное даже правило о смирении, подставь другую щеку, да, они иногда и понимаются неправильно, но, как правило, вот именно в эти заповеди смирения, в них чаще всего летят камни. Что типа, ну, вы христиане, вы что, хотите сказать, что ваш Бог у вас вот все отбирает, а вы это, типа, радуетесь и его за это благодарите? Да, вот такой вопрос. Но, знаете, я бы скорее так ответила, наверное, на этот вопрос, почему хороший умирает, потому что, по большому счету, жизнь и смерть, она, в принципе, если говорить о верующих людях, да, то есть такой очень интересный ответ, что Богу тоже нужны хорошие люди. То есть не только нам они нужны, но и Богу в его делании, потому что Бог, он не ушел ниоткуда, он с нами, он продолжает с нами быть, и ему нужны хорошие люди.
элементарно, для того, чтобы исполнять свои цели. Ну, точно так же, как каждый из нас, когда там, вот, если ты, например, предприниматель, ты нанимаешь сотрудника, ты, конечно, наймешь себе хорошего сотрудника. Или если ты будешь решать, с кем тебе жить, с какими соседями, ты выберешь себе хороших соседей. И получается так, что мы считаем, что плохих людей надо всех забрать туда Богу, пусть он с ними разбирается, а нам оставить только хороших. И когда у меня Ванька ушел, мне безумно, ну, то есть до сих пор это очень болезненная тема, очень болезненная тема. Но я вполне себе понимаю, что Господь Бог, Господу Богу просто нужны такие люди для каких-то заданий, которые они могут ему давать. Не только Ване, но и многим другим ушедшим, вот о которых мне пишут те, которые посмотрели мое видео. И эта смерть, она, безусловно, кажется несправедливой, потому что, ну, вот в моем случае, я ни про кого не хочу говорить, потому что каждый про себя это знает лучше всего, но в моем случае парню 20-21 год, он ничего в жизни не успел. У него не было женщины, у него не было подруги, у него не было, он не успел получить диплом университетский, он толком не расправил крылья, в нем столько всего было заложено, замечательных совершенно качеств, ума, там, способностей, и они на самом деле ушли нераскрытыми. И я вот это тоже припоминала Богу, когда я молилась, ну где вот у нее нет возможности раскрыться. Но получается, что мы смотрим на все, что вокруг нас, только с одной позиции, вот точечная позиция. Вот мы видим линию жизни, мы видим прошлое, и вот эту точечную позицию, когда уходит наш близкий. И потом мы не знаем ничего. Мы не знаем, как связана позиция, как связан наш близкий с другими людьми. Вот я, например, когда Ваня ушел, и когда были его похороны, и когда приходили люди и рассказывали о Ване что-то, я была совершенно поражена тому, как в сердцах многих людей он оставил след. Я, как мама, вот казалось бы, близкий его человек, я не имела никакого представления о том, что такое количество людей считает его другом, вспоминает его, разговаривает с ним мысленно. Потом мы ходили на кладбище, видели ребят молодых, которые приходили на могилу Вани, вне зависимости от всего, просто приходили, что-то там они с ним разговаривали. То есть я, как обычный человек, у которого нет представления о том, что происходит вот глобально во всем мире, я могу сказать, что даже я со своей позиции увидела, что я очень мало чего могу сказать о том, какова была миссия моего сына. Я могу сказать по семье, что нашу семью Ваня и Ванина болезнь особенно очень сильно сплотила. Очень сильно сплотила мужа и старшего сына. Очень сильно сплотила меня с мужем. У нас не было разногласий в том плане того, что там развод или еще что-то. Но у нас были какие-то разногласия по рабочим вопросам, может быть, по каким-то финансовым вопросам. Там сложно, сын сотрудничал с моим мужем, у них какие-то были недопонимания. А вот когда у тебя случается болезнь и смерть другого ребенка, то ты понимаешь, что все эти проблемы, они на самом деле не проблемы, а ерунда. И ты начинаешь значительно больше ценить других людей. Если мне скажут, ты что, действительно считаешь, что нужно было забирать Ваню только для того, чтобы там Саша с папой лучше общались, я, конечно, скажу нет. Потому что это слишком высокая цена с моей материнской точки зрения. Но что именно еще изменил Ваня вот в этой ткани мироздания, я не знаю. И какова была на самом деле его миссия, мы узнаем только потом, когда я уйду туда, если я его увижу. Кстати, был очень один хороший комментарий, в котором женщина писала, как вы можете считать, если вы верующий человек, как вы можете считать и быть уверены, что вы с сыном встретитесь. Это совершенно неизвестно, потому что, типа, Бог будет сам рассуждать. И я с этим абсолютно согласна, и я об этом, собственно, и написала в комментарии, что я действительно знать этого никак не буду, и я еще прекрасно понимаю, что Ванька ушел очень достойно. То есть он ушел чистым, он ушел, я не скажу, что безгрешным,
безгрешным, но его болезнь, я думаю, стерла многие грехи. Его душевное устроение на тот момент, когда он уходил, оно было очень хорошее, очень такое светлое. Поэтому мне для того, чтобы попасть на один уровень с ним, мне надо еще очень сильно постараться. Мне надо сделать какое-то большое очень количество добрых дел, умудриться не впасть ни в гордыню, ни в тщеславие, ни в самолюбование, там, ни в кучу других вещей, которые на самом деле любого человека подстерегают на каждом шагу. То есть мне очень хочется с ним встретиться, не оказаться ниже его по уровню. Поэтому я только могу молиться, но я, знаете, единственное считаю, что Господь милостив, и Он намерение целует, и, безусловно, Он видит мое желание. Я уверена, что Ванькино желание встретиться. Поэтому, честно говоря, вот я вижу, что Господь слышит молитвы. Практически все молитвы мои Он слышал, кроме вот этой одной единственной о жизни моего сына. Но, вы знаете, вот тут такой момент. Еще то, что говорят верующие, и что тоже наверняка сейчас будет раздражать очень неверующих людей, это то, что Бог забирает человека всегда в лучший момент. То есть в тот самый момент, когда он исполнил свою миссию, либо он достиг пика своего духовного развития, либо если дальше его ждало что-то плохое. То есть он его забирает тогда, когда его участь будет наиболее благоприятна, его загробная участь будет наиболее благоприятна. И, собственно, это и объясняет то, что почему люди хорошие уходят раньше, потому что они как раз уже достигли вот этого, как вам сказать, духовного роста, точки духовного роста, откуда им выше уже, может быть, не прыгнуть, или, может быть, события будущего их бы уронили сильно в этом плане. А плохих людей Господь оставляет, потому что Он дает им шанс на исправление. И таких историй-то на самом деле очень много. Людей, которые сделали или делали регулярно что-то плохое, а потом в какой-то момент исправились и изменили свою жизнь полностью. Ну, давайте посмотрим элементарный пример князя Владимира Красное Солнышко. То есть человек, который был язычником, который был виноват во многих количествах смертей, у которого руки были обогрены кровью. И, тем не менее, потом, после того, как он принял христианство, он полностью изменил свою жизнь. И точно так же мы знаем и много современных таких примеров. К примеру, там вот у Серафима Саровского его избили 2 разбойника настолько, что он на всю жизнь перестал ходить прямо. И когда их поймали и привели на очную ставку к нему, он сказал, что он их не знает. И разбойники были... Это задокументировано, то есть в то время это уже была полиция, это не какая-то легенда христианская. Это действительно было так. То есть Серафим Саровский — это реальный человек, который жил в монастыре, вернее, там вот в скиту недалеко от монастыря. И вот это нападение разбойников было задокументировано полицией, и полиция разыскала этих разбойников, то есть это все факты. А он, прекрасно их узнавший, естественно, их не выдал. Хотя они были виноваты в том, что он всю жизнь после этого ходил сгорбившись, с палочкой, потому что они ему сильно повредили, он чуть не умер от этих побоев. И вот эти люди, они настолько были этому поражены, что они оба раскаялись, оба пришли к вере, один стал монахом, второй стал вести очень благочестивый образ жизни, пытаясь искупить эти грехи. Удалось им это или нет, мы не знаем с вами. Мои дорогие, сейчас у вас ощущение, что видео было обрезано. Это так и есть, потому что когда я записала ответы на большинство комментариев, ну, по темам, да, то получилось очень длинное видео, больше часа. И я прекрасно понимаю, что в наше время мало у кого есть столько времени, чтобы столько слушать, поэтому я отрезала первую тему, это «Почему уходят лучшие». Вполне может быть, что там еще будет об этом в другой части, но просто я в следующие, вот оставшиеся я поставлю просто в следующие дни. Знаете, еще хотела бы я по этой теме дополнить, потому что с тех пор пришли новые комментарии, и вот к вопросу, да, почему уходят лучшие, ну, когда я пытаюсь это обосновать для себя, это вообще всегда очень неблагодарное дело, потому что складывается ощущение, что я пытаюсь объяснить, что типа нормально, когда умирают лучшие, нормально, когда умирают дети. Это вообще не так, потому что я считаю, что ненормально, когда умирают дети. Самое страшное, когда умирает ребенок раньше, чем его родители. И если бы от меня зависело, я сделала бы все,
чтобы дети и молодые люди никогда не умирали, а люди все умирали бы в почтенном возрасте, окруженные детьми и внуками. То есть, к сожалению, это все от меня не зависит. Но, естественно, когда ты с таким встречаешься в своей жизни, ты пытаешься это каким-то образом понять. К тому же, вы знаете, я верующий человек. То есть я раньше до 29 лет не верила, потом я обрела веру, и мне понравилось больше жить с верой. Мне было плохо без Бога. Поэтому сейчас то есть мне можно говорить что угодно, что там люди умирают, и нет никакой вечной жизни. Вы знаете, это вот то же самое, как когда родитель говорит ребенку, не смей даже об этом думать. Можно сказать, но если я чувствую по-другому, то это вера, она поэтому и вера, она не знание, а именно вера. То есть как ты ощущаешь душой. И вот был такой, например, комментарий, меня спросила одна из женщин, сказала, ну вот вы считаете, что типа все обосновано, значит, что получается, что трехмесячный младенец, он что, достиг духовного пика, и его Господь забрал? И вот это очень хороший вопрос, потому что я считаю, что нет. Во-первых, я, опять же, не знаю, почему умирают дети. Что я могу себе представить, да, что я говорила в одном из видео, что у меня была замершая беременность, то есть ребенок умер в чреве, что называется, на 7-й неделе. То есть это была уже живая душа. И этот ребенок, понятно, что он не нагрешил ничего плохого. Он сразу был ангелом и стал ангелом. Но этот ребенок очень много чего изменил во мне и в моей семье. Потому что с тех пор уже стало совершенно другое отношение. До этого никто не хотел второго ребенка. После этого все стали относиться к этому. У меня по сей день есть вина перед этим ребенком, которую я не смогла сохранить. И та же самая история, когда мы говорим, например, умер трехмесячный младенец. Вот рядом с могилой Вани есть могила как раз мальчика маленького, который умер, ну, либо в Новорожденном, там не написано даты, но он явно не дожил до 1 года. Я видела его родителей, я знаю какой-то безумный ужас. И, конечно, смешно говорить, что ребенок достиг своего духовного пика. Я думаю, что в данном случае вот он тоже как был ангелом, так и остался ангелом. Но для чего он пришел в мир, я не знаю, и никто не знает. Но можно только догадаться, что когда человек приходит в мир, он оказывает огромное влияние на окружающих его людей, на родителей, на бабушек с дедушками, на врачей, на окружающих людей. И мы никогда не знаем, почему это происходит. То есть я просто не верю, что у этого нет смысла. Что просто мы мрем вот как мухи. Кстати, я не уверена, что мухи мрут без смысла, да? Но я не уверена, что я уверена, что мы не умираем просто без всякого смысла, без всякого объяснения. И также был вопрос такой, значит, что вы считаете, что люди, которые сейчас умирают на войне с обеих сторон, да, что типа они и должны были умереть? Вот я точно могу сказать, что я думаю, что нет. Эта злая воля нескольких людей привела к тому, что сейчас мы, люди, братья друг другу, мы друг друга убиваем. И убивают мальчики, которые ни в чем не виноваты. Мальчики, которых заставили пойти на это поле боя, и которые льют свою кровь в то время, когда, мне кажется, наше предназначение жить в любви и в мире. Но я же не Господь Бог, да, то есть я бы остановила все войны совершенно точно. Для меня это безумно больно, и все войны, которые происходили, вот была там сербская война в какое-то время, и я много очень слез по этому поводу пролила, хотя, казалось бы, она меня не коснулась, но я чисто физически чувствовала себя очень плохо. Это ужасно ощущать, видеть людей, вот как мы сейчас здесь в Венгрии видим очень много людей, прошедших через такой ад, что просто невозможно. Людей потерянных совершенно, у которых лишенных всего. Это просто ужасно. Но, вы знаете, Господь, Он же каким-то образом умудряется, вот именно потому, что он всемогущий, по моим убеждениям, сплетать как-то вот ткань мироздания так, что у него все учтено. Я не знаю, почему эти дети умирают. Совершенно однозначно я уверена, что те, кто виноваты в этом, они понесут свое наказание. Но опять же, если мы воспринимаем, что эта жизнь как только эта жизнь существует, тогда у этого не может быть объяснения. Тогда понятно, что мы вынуждены скорбеть и говорить, что это ужас. Но если мы примем момент, что эта жизнь – это просто переход, то эти ребята, они очень много сделали для себя и для этого мира в плане того, что они тоже повлияли, да, они достигли какого-то духовного развития, и это даст безумная боль для их матерей, я ни в коем случае этого не оправдываю.
Но я, опять же, как еще раз говорю, с чего я начинала, что я не пифия и не какой-то мудрец всемирный, который на все вопросы может ответить. А, Когда я только пришла к вере, я просто не могла читать, например, Достоевского, потому что там вот эти вот его мысли о слезе ребенка, она меня просто выводила. Вообще мысль, когда страдают дети, это самое страшное. Вот когда они страдают ни за что, когда они мучаются, когда им больно, когда их бьют, это какой-то просто ужас. Но вы знаете, наверное, это тема вообще для целого отдельного разговора. Почему так происходит и почему? Потому что очень так хочется сказать, ну, раз Господь всемогущий, ну, пусть Он это остановит. Вот за что ребенок страдает, если у него родители алкоголик и наркоман, за что ребенок страдает? Он же ни в чем не виноват. Почему тогда Господь не сделает так, чтобы он родился? Но это, мне кажется, совсем отдельная тема. И я не буду сейчас, потому что вот уже сейчас я наговорила 6,5 минут, значит, я прибавлю к тем 18, уже будет 24. Ребят, спасибо вам огромное всем за комментарии. Конечно, есть комментарии неприятные, типа «замолчи, хватит говорить», но здесь я могу сказать, что я никого не держу, просто отключил кнопку и все. И еще хотела бы прям отдельно сказать, потому что был комментарий такой, что, ну, конечно, видно, как ты скорбишь, потому что у тебя вот маникюр красивый. Да, у меня красивый маникюр, я не ношу траур, и я на похороны просила всех надеть праздничные одежды, потому что я верю, что мой сын ушел в Царствие Небесное. И я молюсь за это, каждый день продолжаю молиться, и я знаю, что он бы не захотел траура. Он очень веселый, он очень светлый. Когда я плакала из-за него, он говорил мне: «Мама, из-за меня не смей плакать даже». И я не хочу сделать ему тяжело тем, что я буду ходить потерянная, убитая, всегда плакать. Мне это очень трудно дается. Вы знаете, вот кажется, что мне все это легко, но на самом деле есть просто люди, кому легко плакать, а есть люди, которым плакать тяжело не потому, что они горюют меньше, а потому что просто я, например, не могу плакать на людях. И ну, когда меня за то прихватывает, это действительно очень-очень тяжело. Вот. И я буду делать маникюр, я буду делать педикюр, я буду выглядеть красиво, я буду выступать на открытиях выставки и не буду показывать людям свою боль внутри, потому что я уважаю решение Бога, и я очень люблю своего сына и не хочу делать ему хуже. Мои дорогие, на этом я сегодня закончу, и мы продолжим с вами обсуждение. Я так рада, что вы реагируете на все. Я вам всем желаю облегчения, ребят. У кого практически все, кто сюда приходит ко мне на этот канал, это люди, у которых очень много боли внутри. Какие бы ни были у вас убеждения, какие бы ни были у вас настроения, вы можете меня не любить, вы можете... Но я знаю, что вам больно. Я каждого из вас все равно обнимаю, неважно, как вы ко мне относитесь, что вы думаете по этому поводу. Я бы очень хотела, чтобы каждому из вас стало лучше, чтобы и мне стало лучше, и вам стало лучше, чтобы на этой земле было немножко поменьше боли. Всего вам хорошего, мои хорошие. До свидания.